Друзья, добрый день. Знал прекрасно, что одной частью не отделаться, в хорошем смысле слова, от этой темы, которую мы разобрали вчера с вами. Вчера был разбор песни «Война и мир». И если вы начали смотреть мои ролики вот с этого видео, то сначала посмотрите разбор песни «Война и мир», и потом уже возвращайтесь к этому видео. Ребята, вы меня не перестаете удивлять. Я на самом деле в большом восхищении от вас, насколько на моем канале собирается, не побоюсь этого слова, просветленная публика. И я ждал разной реакции на мое вчерашнее видео, но вы меня в очередной раз удивили. Уже больше 100 комментариев, и комментарии все очень интересные, и очень много интересных вопросов вы задаете. И вы меня окрыляете дальше говорить на эти темы, и я очень много что вчера не сказал. И, конечно же, эта тема настолько глубокая, что одним видео невозможно отделаться. И, кстати говоря, вот вам скажу какой факт. Еще позавчера на своем эфире, когда я вам анонсировал, что я буду делать в воскресенье разбор песни «Война и мир», я произнес там фразу, что если мне ничто не помешает. И вот такое ощущение, что я уже какую-то информацию считывал с пространства, потому что подозревал, что, возможно, будут какие-то с этим трудности. Вы знаете, вчера вот кто-то очень сильно не хотел, чтобы мы с вами разговаривали на эту тему. Потому что с момента, как я начал записывать видео, до момента, когда я его опубликовал, прошло более 12 часов. Вы можете представить? То есть, а я пишу видео одним дублем, и я его не монтирую, я его потом не пересматриваю, я не вырезаю, не вставляю. То есть обычно этот процесс занимает так. То есть если видео длится там 30 минут, потом я его примерно столько же времени заливаю на YouTube, и все, и оно в эфире. То есть от момента записи до публикации на YouTube занимает около часа. Вчера у меня на это ушло более 12 часов. Какие только препятствия не появлялись. То вдруг домашние сбунтовались ни с того ни с сего, то незваные гости, то еще что-то, то потом интернет пропал. И я давай все это там делать уже по мобильному интернету. Мобильный интернет тоже что-то, видимо, какая-то авария, и тоже он еле работал. Ну, в общем, вчера, не буду даже рассказывать, сколько вчера было препятствий, но их было вчера такое количество огромное, что вот прямо они совпадали друг за другом, друг за другом. Вот не хотел кто-то, чтобы мы с вами говорили на эту тему. Ну и давайте продолжим, потому что тема очень большая, тема очень важная. И вы в комментариях, ну, во-первых, всем спасибо за комментарии, ребят, я вам благодарен, я читаю все ваши комментарии, мне нравится этот формат общаться. Просто сейчас комментариев уже так много, и настолько интересные вопросы, что намного лучше записать вот вторую часть, чтобы ответить на большую часть вопросов. Здорово, что мои мысли оказались вам близки, здорово, что они перекликаются. Понятно, что у каждого свое представление, это совершенно нормально. Тут не надо брать чужое мнение на вооружение, надо обязательно все пропускать через себя. Через свое сердце, через свою душу, все это проанализировать, разумом на все это посмотреть, не умом. И если это вам ложится, если это откликается, тогда вы можете брать из этого какую-то пользу или брать это мнение на вооружение. Или как-то его трансформировать, как вы это видите сами. То есть вообще старайтесь никогда слепо никого не копировать. Потому что настоящее знание — это то знание, которое вы пропустите через себя. Поэтому здесь я вас призываю, чтобы вы... Да, я о многих вещах даю вам задуматься, а дальше вы уже должны сами. То есть есть какой-то начальный толчок, а дальше вы уже через себя это все пропускаете. Ищите ответы в окружающем вас мире, ответы в себе в первую очередь ищите. Так вот, возвращаясь к вашим вопросам, которые вы задаете, но вот на самом деле много очень интересных комментариев, много светлых очень комментариев. И опять же я удивляюсь, всего 1% дизлайков по такой теме, это что-то вообще. Так вот, многие из вас пишут, что как же прийти к равновесию, когда вокруг творится такой ужас, когда эти войны, когда там
маньяки всевозможные, убийцы и так далее. Вот давайте мы с вами поговорим на эту тему, то есть как это все происходит. На самом деле мы с вами живем в двух измерениях. То есть наше физическое пространство, в котором мы все привыкли видеть глазами и анализировать умом, и, соответственно, параллельный энергетический мир, в котором мы также взаимодействуем через нашу душу, через энергетику, которую мы с вами излучаем. И абсолютно любое слово, любая мысль, любое действие, тем более, любой поступок, это имеет энергетический след. И эта энергия, она никуда не девается. Опять же, есть закон сохранения энергии, который физики, ученые давно доказали, что энергия лишь перетекает из одного состояния в другое, она никуда не исчезает. И ту энергию, которую мы с вами излучаем, эта энергия, она аккумулируется в пространстве. И, соответственно, если мы с вами излучаем негатив, злость, агрессию, обиду, любые низковибрационные эмоции, вот начиная с мыслей, даже мысли, слова, поступки, действия, это все скапливается в нашем энергетическом поле. И эта энергия, она начинает как снежный ком накапливаться. Ее становится все больше, больше, больше. И возникает так называемый эгрегор. У этого понятия есть много терминов, но один из таких сейчас распространенных это эгрегор, то есть энергетический сгусток, который впитывает в себя похожую полярную энергию. То есть, например, если это там злоба, да, злость, то это, соответственно, вот она это копится, копится и копится. И потом этой энергии надо куда-то, то есть она достигает своей критической массы, и этой энергии надо куда-то выплеснуться, ей надо куда-то реализоваться. И тогда она находит продолжение. Она находит человека через его слабое место, через его уязвимость. И тогда у человека появляется мысль в голове. Почему бы не думать так, что, например, моя нация, она исключительная, а все остальные нации ниже классом? И почему бы такое превосходство не установить? И мы получаем Гитлера. Или в другую голову эта энергия попадает, и человек становится там маньяком, сексуальным маньяком, убийцей. То есть этой энергии в любом случае надо выплеснуться в материальный мир. И она никуда не денется. Все войны, все эти ужасы, которые происходят, они происходят по нашей с вами вине. Вот каждый из нас, излучая в пространство негативные мысли или поступки или слова, помогает войне. Помогает преступлениям, помогает любому негативному действию на этой планете. То есть вы должны просто понимать ответственность своих поступков, что каждое сказанное слово, каждая дурная мысль помогает всему этому хаосу. И наоборот, соответственно, каждый добрый поступок, каждый с любовью сделанный взгляд этот мир очищает. И так устроено. Хотим мы в это верить или не хотим, но так устроено. Еще там 100-150 лет назад радио считалось фантастикой. А сейчас мы живем в этом мире, где есть радиоволны, есть куча других волн, которых мы не видим, но они есть. То же самое энергия наша энергетика. И ученые уже давно к этому пришли, что они уже признали, что она есть. Все энергетические поля, наша аура там, и все остальное. Просто это не особо пытаются афишировать. Если вдруг вы не смотрели фильм «Великая тайна воды», которая вышла в 2006 году на центральном канале России, по-моему, на России-1, я уже рекомендовал этот фильм, посмотрите обязательно. Вот на тот момент это был революционный фильм. Я когда его увидел, я офигел. Но я как бы уже тогда понимал ход этих вещей, но то, что это появилось на центральном канале 16 лет назад, там 15 лет назад, это был прям прорыв. Я не знаю, как пропустили такой фильм, но он такой был прорывной. И там как раз рассказывается об этой природе вещей, что на самом деле все имеет память. И там разговор идет про воду, потому что вода это такой, как лакмусовая бумажка в нашем мире. То есть это вещество, которое, как и любое другое вещество в этом мире, впитывает энергию. И какую мы энергию дадим этому веществу, то оно и впитает. Почему происходят стихии, почему происходят наводнения, землетрясения? Это наша матушка Земля
возвращает нам тот негатив, который мы творим на этой земле. Она его не успевает перерабатывать. Каким образом она перерабатывается, в том числе вода? Вода, я уже, по-моему, на одном из эфире это говорил, но еще раз повторю. Вода имеет три состояния, физику вспоминаем. Это ее естественное состояние жидкое, это твердое в виде льда и газообразное в виде, когда вода испаряется и потом проливается дождем. И вот вода только через эти два состояния может очиститься, то есть стать нейтральной, либо замерзнув, либо испарившись и пролив дождем. Почему считается, что горная талая вода самая чистейшая? Ну, потому что она очистилась от этого, от той энергии, которую в нее заложила в первую очередь человек. Потому что только человек так гадит на земле. Никакие другие животные и существа так не гадят, только человек. И то же самое, если вода испарилась и пролилась дождем. Почему считается дождь это благо? Почему считается, что на свадьбу дождь это благо? Ну потому что это чистая вода, очищенная. И вот уже настолько много негатива на нашей планете, что матушка Земля не успевает ее перерабатывать. Почему тают ледники? Почему идет потепление глобальное? Да потому что столько уже негатива, что уже вода, а вода это как кровь Земли, она не успевает очищаться. И она нам выбрасывает вот этот вот непереработанный негатив в виде цунами, в виде землетрясений. А уже Земля содрогается от того, что мы делаем с ней. Она уже скоро просто от нас избавится. И либо мы сами себя уничтожим там, в Третьей мировой войне, либо если мы продолжим дальше, и Третьей мировой не случится, нас Земля сбросит просто с себя, потому что мы такие паразиты, не понимаем, что творим, как варвары, которые пилят сук, на которой сидим. Посмотрите обязательно эту передачу, там очень много ученые делали эксперименты по поводу воды, давали воде слушать музыку, показывали картинки, разговаривали с ней, и вода всегда давала ответ. Поэтому все, что мы с вами делаем, имеет последствия. Вот каждый из нас в ответе за то, что мы творим. И возвращаясь к фразе, что не то оскверняет человека, что в него входит, а оскверняет то человека, что из него выходит. Вот что в это пространство вы выбрасываете, то в итоге мы с вами получаем. Вот этот мир, мы его с вами заслужили, каждый из нас. Поэтому начинайте с себя. Вот каждый из вас, когда будет задумываться о тем, какие мысли, какие поступки, какие слова мы выбрасываем в это пространство, вот тогда мир начнет меняться. Он в первую очередь изменится в вас самих, и вы начнете приходить к этой гармонии. И вы увидите, как сразу вокруг вас начнет этот мир меняться. Ну, в общем, я думаю, что продолжение еще следует, потому что тема на самом деле очень серьезная, очень важная. И здорово, что я получаю такой отклик от вас. Благодарю вас от всего сердца. Я думаю, что мы продолжим эту тему. Если хоть одно из моих доказательств окажется ложью, то дайте мне пистолет с одним патроном. Иного выхода у меня нет.